переоделись, сделали кофе, можно еще поболтать, поэтому не смущайтесь, одинаковые прически и макияжи, это тот же день, я просто переоделась. Поговорим на тему, которая, мне кажется, очень интересной, потому что я не понимаю причинно-следственную связь в данном топике, так сказать. Божественно. А это именно, Саша, как ты можешь показывать свои письки-сиськи, если ты хочешь стать врачом? Это то же самое, Саша, почему у тебя дома холодно и обои, там, не знаю, красного цвета? Почему ты ничего не делаешь с холодом, а обои красного цвета? Или если у тебя все равно холодно, зачем ты наклеила обои красного цвета? То есть это, короче, две не состыковываемые вещи. Они друг к другу ничего не имеют. Я понимаю, что в странах бывшего СНГ это какая-то вообще... Мне так всегда смешно, когда, помните, несколько лет назад то ли медсестра, то ли учительница, не знаю, были голые фотки или полуголые фотки в личике. Если честно, я не помню так хорошо. Все, ее уволили, обсуждала вся страна. Тоже врач, если там, не дай бог, у нее что-то где-то, какие-то в Инстаграме фотки ужасные, то нельзя, все, она плохой врач. У меня всегда много вопросов. С чего вы решили, что если я показываю фотки в лифчике, в трусах, или, может, я там в свободное время БДСМ занимаюсь, или даже преподаю БДСМ, или что там еще есть, короче, я не знаю, провожу экскурсии в свободное время в музеях в Амстердаме по сексу. Почему вы решили, что это как-то будет сказываться на профессии? Я могу быть таким же хорошим врачом или таким же хреновым врачом. То есть тот аспект, он ничего с этим не сделает, он никак его не поменяет. При этом в России, в странах бывшего СНГ, там всегда так интересно, вот так много, да, проблем. Давайте поговорим, почему врачи, что мужчины, что женщины, я сейчас просто говорю врачи, да, почему там такая коррупция, почему ваш родственник может умереть, когда там какого-то крутого привезли и врач за него принялся, почему у многих дедушек, бабушек нету денег, хотя они всю жизнь работали, почему пенсии не хватает, чтобы лечиться, почему в очередях, когда у вас есть... Как это, ферзихируем? Господи, как это на русском? Ну, когда вы платите государству, чтобы у вас была страховка. Почему, когда у вас есть страховка, вы должны те же бабушки, дедушки в таких очередях высидеть, что там уже легче умереть? Почему больной человек должен в жару сидеть в коридоре по несколько дней? Ну, как такое вообще возможно? Почему по той же самой страховке нельзя все нормальные медикаменты купить? Почему не все операции? Почему врачи в платных клиниках вам наоборот скажут, что у вас все заболевания мира и прооперируют вообще вам все на свете, что потом у вас будут наоборот проблемы, когда и щитовидку поголовно удаляют, и там кесарево сечение всем, кому не попадя, делают. Просто потому что так надо, это как бы... чтобы вы платили. Почему, когда у вас есть страховки, вы наоборот легче умереть, чем доказать врачу, что вам правда что-то надо сделать? Вот так много проблем. Почему ужасное отношение врачей к пациенту, да? Почему вот это отношение, как будто вы пришли, вы ему платите деньги, или страховка тоже, вы не должны себя чувствовать виноватым, если у вас страховка и каким-то недочеловеком, а врач такой сидит, я еще подумаю. То есть так много проблем. Вот просто взять все, как это называется, господи мой русский язык, здравоохранение, да, в наших странах, и просто плакать, потому что там куда ты не возьмешься, тут проблема, там проблема, все к чертовой бабушке из рук падает, непонятные врачи сидят на пусть говорят, которые какую-то ересь несут, ну просто, ну вот, еще написано знаменитые врачи. Ну, короче, вы понимаете, насколько трындец. Почему в такой большой стране, сейчас говорю про Россию, и давайте все-таки все бывшие страны СНГ тоже как бы вместе сделаем, вот огромная площадь. Почему, блин, все едут за границу лечиться? Вы не можете нормальных врачей там сделать? Почему вы не можете закупить нормальную аппаратуру? Почему кто-то не может эти больницы наконец-то все, не вот только в Москве и Питере, а как бы еще так много городов? Почему? То есть, ну вот столько проблем, что просто, это я не живу там, чтобы вы поняли, это я знаю просто понаслышке, я там не живу, как бы в России я вообще никогда не жила, в Грузии я к врачам толком не ходила, у меня мама врач, это обычно дома все делает, да, типа, нормально, живешь. Ну, шучу, конечно, если надо было, я ходила, но тьфу-тьфу-тьфу, я была здоровым ребенком. То есть,
Если женщина, медсестра или врач полуголая сфоткается для своего инстаграма, патреона, фигона какого-то, или даже если она в свободное время звезда Pornhub, она от этого вас хуже не вылечит. Ну и лучше как бы тоже нет. А хобби есть у всех. Свободное время должно быть у всех отличающееся от работы. Потому что у врачей, что у учителей, что еще у кого-то. Человек, если все время будет в работе, он свихнется. Начнется уже психическое заболевание. То есть надо у всех свои хобби. Это насчет моего патреона. Следующая тема. Во-первых, в Европе, слава богу, ваши голые письки-сиськи никого не интересуют. Когда вы приходите в больницу, вы врач, когда вы выходите из больницы, вы кто вы хотите. Единственное, что надо сказать, очень многие врачи здесь, скажем так, молодое поколение, особенно я смотрю, вот кто-то в сфере стоматологии, либо пластической хирургии довольно активно ведет Инстаграм, и там и полуголые фотки, и вот так вот в сауне, и вот так вот в сауне, и по-всякому в сауне. Или в термальных источниках, или еще где-то, или в бассейне. Короче, все хорошо. А более врачи серии кардиологии, неврологии, все вон там вот, они не очень любят, чтобы их пациенты находили. Объясню почему. Потому что туда приходят, особенно в государственных клиниках, много бабушек с дедушками. И вот они потом вас в Фейсбуке найдут, и вам трындяу. То есть врачи очень охраняют свой номер телефона, чтобы, не дай богу, их никто не нашел, потому что если их найдут, там все, начнется трындец. Эти бабушки с дедушками будут им, я сейчас образно говорю только бабушки с дедушками, есть очень много таких интересных пациентов, которые будут вам на 100 раз на дню написывать, что им делать, пукнули они не так. Естественно, врачи, дабы как-то, знаете, от этого отгородиться, очень ограждают, в соцсетях их так легко, не найти. Они там не под своим именем, фамилией, или вообще их там нету, фотографий, знаете, нету, какой-то XXYY, из этих соображений. Опять же, зависит от того, в какой вы клинике работаете, государственная, либо приватная, плюс какая у вас профессия. Но в общем и целом, то есть эти врачи ограждают свое имя не потому, что им нельзя показывать себя, это они для своего же спокойствия, делают, чтобы они дома могли спокойно поспать, и там поесть и все остальное. Следующее. Если вы все-таки, у вас там в свободное время интересные хобби, никого в больнице, опять же, это не интересует, это as long as вы не нарушаете никакой закон, делайте, что хотите. Естественно, я имею в виду то, что в рамках закона. Сейчас не поймите меня так, сейчас там начнутся комментарии, вот врач кого-то убил, это его свободное время, хобби, ха-ха-ха, она говорит, это нормально. Просто странные комментаторы тоже есть везде. Вдруг я хочу вообще стать сексологом? Вы не подумали? Я просто последнее время из-за вот этого всего срача с Патреоном начала интересоваться темой, почему женская сексуальность, почему вообще секс как таковой, он считается чем-то стыдным, даже когда мы говорим не о непонятных половых связях, где можно передавать болезни и все такое, не об изменах, а просто о, так скажем, активной сексуальной жизни, даже там со своим каким-то постоянным партнером, если вам так, например, хочется. Почему это считается, что-то ужасное, почему женская сексуальность это вообще что-то ужасное, и почему женский секс, женщина и секс вместе, это вообще что-то если она об этом говорит, то это вообще просто трындял. Очень интересно, много всего я узнала, но больше всего мне понравилась профессия сексолога. Знаю, на данный момент я бы не хотела в нее идти, это очень сложно. Я не знаю, насколько она, напишите мне, интересно, в ваших странах популярна. Сейчас здесь она набирает популярность. Объясню почему. Что делают сексологи? Во-первых, это врач. Это врач, который наполовину работает с психологией человека и наполовину непосредственно с анатомией человека.
Почему? Потому что, как показывают, это то, что я узнала, да, что женщинам говорили, навязывали много тысяч лет, то, что женщина не должна, короче, для женщины секс не важно, да, а главное, чтобы для мужчины. Ну и вообще, когда это было в каком-то 16-15 веке, оно пьяное приходило домой, не было ни кесаревых сечений, ни предохранений, да, у женщины секс был связан, с риском и большим, как бы с большим риском забеременеть, а потом от беременности большой риск умереть. И никто из мужчин, потому что это был патриархат, главное, чтобы мужчина был, да, удовлетворен, и никто из мужчин не думал, ну, большинство не думали, не жалели женщин, очень многие женщины умирали, он потом брал просто вторую жену, сколько этих историй в истории, посмотрите, истории в истории, тавтология, неважно. Но вы, в общем, поняли, что, в принципе, для женщины очень много лет из-за патриархата. А что такое патриархат? Это власть. Изначально эта власть появилась у мужчин, когда они физически были сильные, и для выживания надо было физическая сила. Потом это перетекало уже во власть в государстве, что туда женщин не пускали. Потом, опять же, пришла церковь, которая сплошной патриархат, которая тоже за свою стезю власти взяла и вообще унизила женщин. То есть, и получается, они обезвредили большое количество людей, да, женское население, оно как бы нас дофига. Сейчас, хоть мы находимся в том времени, когда физическая сила для хорошей жизни не обязательно, то есть как и женщина, так и мужчина могут зарабатывать хорошо, жить хорошо и вообще чувствовать себя офигяу, все равно во многих странах патриархат не хочет отпускать. Почему? Потому что это опять же власть. Власть мужчины над женщиной. Этот мужчина, который приходит домой, говорит, тебе это нельзя, вот это нельзя, и вот эта женщинам нельзя, ты что, ты же женщина, как ты можешь? А вот я могу с друзьями в баню пойти по пятницам, а ты в какой клуб с девочками или там куда сама поедешь отдохнуть? Ты что, чтобы все соседи говорили, что ты ШБ и кукареку, а я же мужик, мне нормуль, мне это, наоборот, я мужик, что ты мне баба. Ну и вот все в этом роде, в общем, вы поняли. Поэтому очень долгое время женщины в СССР вообще секса не было. Женщины не знали, как, потому что женщинам трудно получить оргазм, как его получить, вообще, как там все устроено. И как я понимаю сейчас, очень многие женщины до сих пор это не знают. Из-за чего измены и разводы? Это из-за двух партнеров, конечно, бывает, это когда один партнер, и очень часто это бывает именно из-за сексуальной жизни, потому что кого-то что-то не устраивает. Когда это не устраивает на протяжении день-два, это окей, первые 2 года, когда у вас чувства, это окей, 5-10 лет, это уже давно не окей, вы становитесь хорошими друзьями, но как таковые отношения между мужчиной и женщиной у вас теряются. Что делает женщина? Да, плевать, мне нужно убрать, постирать и все в этом роде. Что делает мужчина? Ой, да, ладно, там она все равно хочет, чтобы я выключил свет и под одеялом, а лучше еще одетый. Тоже как-то что-то мне лень. Не хочется, неинтересно. Почему женщина, например, очень часто бывает, конечно, бывают и противоположные случаи, мы сейчас поговорим вот со стороны все-таки женской, да, почему женщина не хочет через какое-то время вообще заниматься этим делом, потому что она ничего не чувствует, потому что ей это неинтересно, потому что ей вообще сказали, что она вообще про это ничего не знает, это было стыдно. Вот то, что он ей рассказал, он там тоже толком ничего не знал про женское тело, он там тоже посмотрел что-то в кине и думает, так и надо. И, естественно, все время неудовлетворенная или там не до конца удовлетворенная женщина – это несчастливая женщина. Что делают сексологи? В таком случае, опять же, случаев очень много, это вообще может наоборот быть, что мужчина инфантилен, женщина гиперактивна. Ну, мы поговорим сейчас только вот об этом случае. Что делают сексологи? Вы приходите к сексологу, во-первых, сначала он вас вместе выслушивает, потом по отдельности выслушивает, то есть как идет психологическая сначала работа, да, то есть он с вами говорит, он смотрит по отдельности, смотрит вашу проблему, та-та-та-та-поля. Если он понимает изначально, что ваша проблема только психологического характера, то есть, например, мужчина хочет... Что мы сегодня с этим садомазой и БДСМ? Короче, не знаю, но мужчина хочет чего-то новенького, интересного, те же ролевые игры, или хотя бы что-то, чтобы не в постели, не в миссионерской позе, а женщине стыдно, ей надо свет выключить, ей надо вот все, чтобы вот так вот было. Да, и, естественно, тут только идет психология, да. На начальном уровне мы еще не идем к удовольствию.
Сексолог работает, если это не очень углубленное и не очень сложное, потому что психологи это еще отдельная, да, стезя, но вот на каком-то этапе сексолог может сам психологически поработать с партнерами. А теперь следующее, когда вы уже добираетесь к почему женщина там это, почему она не хочет то, вы мужчине тоже говорите, ну ты же видишь, что она такая скромная, что ты ей сразу такое предлагаешь, как-то начните хотя бы с того, что свет включите, там ночничок какой-то. То есть вы, короче, работаете, потом наконец-то уже случается так, как нравится мужчине, или посередине, обычно ищут компромисс, да, чтобы и той стороне было хорошо, потому что женщина зачастую, ей потом тоже хорошо. Это же она просто вот из-за того, что стыдно, нельзя, вот она, во-первых, неуверенная в себе, очень часто женщины бывают, из-за внешности, это тоже отдельное. Ну, короче, поработал психолог, посерединке они в компромиссе сошлись, пошли, так сказать, закреплять. Закрепляют и понимают, что женщине все равно неинтересно. Так же не может быть, всем во время полового акта должно быть хорошо. Приходит к сексологу, мужчина такой, я не понял, я все делаю так, как это в кине, что я делаю не так? Женщина такая, ну доктор, ну я там ничего вообще, я стараюсь, ахаю, ну что-то вообще не чувствую ничего. Что делает доктор? Объясняет, во-первых, женская вагина и мужской половой орган, они бывают разных форм, как у мужчины размеров, так и у женщины разных форм и размеров. Ну, у женщины с формой немножко, конечно, полегче, но с размеров, так скажем. Плюс вот эта самая знаменитая точка G, про которую все говорят, она у женщины может находиться в очень разных местах. Вот здесь у входа передняя стенка, у входа задняя стенка, посередине передняя стенка, посередине задняя стенка, или совсем уже в конце стимуляция как бы совсем конечного этого. Если женщина, скажем, у нее, обычно это если женщина крупная, у нее там тоже все чуть покрупнее, а мужчина, скажем, ну у него там не все очень крупное, и у нее, скажем, ее точка G находится в самом конце, то есть стимуляция в конце. Естественно, она зачастую вообще его не чувствует, потому она ничего не чувствует. Сначала, конечно, доктор, это же доктор, тоже сексолог, опять же, 100 раз повторю, анатомически находит женскую эту точку G, чтобы, во-первых, определиться, где она у нее лежит. Стоит, находится. Потом смотрит на, так скажем, с чем работаем у партнера. И потом сопоставляет, как сделать так, чтобы вот это и вот это столкнулись. Бывает наоборот, женщина очень маленькая, мужчина очень большой. Ей там вообще не до удовольствия, ей все больно. Начинается, во-первых, партнеру объясняется, что не так, как в кине. Что все женщины разные, что всем женщинам нравится по-разному, и плюс вагинальный оргазм, он у женщин очень сложный именно по той причине, что найти вот эту пресловутую точку G, а еще узнать, как ее стимулирует, не каждый мужик может. Потому что, во-первых, мужики об этом не знают, даже сами женщины об этом не знают, что там ее надо искать. А во-вторых, как стимулировать, даже что если ты ее нашел, потому что это, опять же, не все советы из интернета, индивидуально, какой у вас размер, какого размера партнерша, и как бы это все сложить в удовольствие. Сексолог подбирает, есть как и игрушки, которые помогают, так и разные позы, так и там потом какая-то стимуляция сначала руками, потом уже половой акт в определенной позе, женщине тоже дают, как тренировать так, чтобы она могла тоже сжимать так свою вагину, чтобы больше было чувствительности именно в той области. Короче, девочки, там целая наука, и это я только вот узнала буквально чуть-чуть, вот столечко. Там целая наука, и это сложно, потому что ты работаешь как с психологическим аспектом, потому что иногда бывает, приходят партнеры, мужику или там женщине, уже другой партнер не нужен. То есть он приходит из серии, ну я уже просто не хочу там разводиться, что она меня или что он меня тут мучает, я просто хочу дожить свой век, да, а другой партнер такой весь, ну нет, я хочу сохранить отношения, я хочу хорошего секса, и естественно тогда вообще сложно. В общем, это все очень сложно. Теперь почему я это рассказываю? Потому что вдруг я хочу стать сексологом, и тогда моя сексуальность и мои красивые фоточки будут висеть в моем кабинете. Шучу, конечно. Нет, сексологу не нужно выглядеть сексуально, не нужно, чтобы у него были полуголые фотки. Это точно так же, как пластический хирург. Должен ли пластический хирург выглядеть супер хорошо? Нет. Но приятно вам прийти к пластическому хирургу
Извините, опять камера перегрелась. В общем, когда вы идете к пластическому хирургу, и вы видите, что у пластического хирурга уже вместо губ эстетического, да, хирурга уже вместо губ, там, не знаю, 2 лепешки, тут уже эти скулы переделаны так, что, ну, короче, знаете, как эти мемы из интернета, конечно, у вас к нему доверие будет, ну, так себе, когда он вам будет говорить, давайте вам сделаем губки, и вы такие, чувак, я не хочу. И когда вы придете к пластическому хирургу, например, которому вот уже 50, а лицо так, как будто ему 20, ну и при этом не видно, что там, ну понятно, что что-то сделано, нельзя так в 50 выглядеть, но ничего такого прям, то есть вы не можете сказать, что, где сделано, настолько все красиво, настолько все аккуратно, то есть получается, он знает, как надо, у него есть тоже, да, друзья, которым говорят, как меня тут сделаете, пожалуйста, да, то есть он в этом разбирается, он может точно сказать, какой доктор плохой, тоже какой доктор хороший, кому довериться, и сам он знает, как надо по его лицу. Конечно, это не всегда гарант того, что он тоже сам может хорошо делать. Ну, в общем, по крайней мере, этот человек вызывает больше доверия, чем тот, у которого уже лицо до такой степени испорчено, он все себе делает и делает и делает, вы думаете, о господи, он мне тоже такое сделает. То же самое, сексолог не должен как бы обязательно ходить вот с таким вот там вырезом, ну, если вам есть что показать, или, не знаю, в мини-юбке, или с красной помадой, или сзади, знаете, в кабинете висеть полуголая фотка, где ты вот так вот, но, по крайней мере, не бояться, да, своей сексуальности, ты тоже... И не бояться этой темы, да, и не стесняться, а то сидит пациент, стесняется, вы стесняетесь, так и разойдетесь. Вот. Но в случае чего, например, я захочу в конце учебы специализацию взять кардиолога. Мне скажут, вот через 6 лет в Европе скажут, нет, знаешь, вот мы за 6 лет подумали и решили изменить правила. Был у тебя Patreon с полуголыми сиськами, письками, ну не хотим мы тебя в кардиологию. Ну, например, все может быть, да, зарекаемся, может сюда патриархат придет, из России он уйдет. Да, это святое место пусто не бывает, он перекатится сюда. Я пойду в сексологи, там как бы это, ну и голые фотки, полуголые. Я скажу, я так развиваю свою сексуальность. Вот видите, я тоже сначала была очень скромная, а потом та-да-да-да-да-да. В любом случае, не переживайте за мой голый зад. И мою будущую карьеру мне намного сложнее закончить эту учебу, чем потом... справиться с проблемами, которые мне могут создать фотки Патреона. Естественно, никакие они проблемы мне не создадут. Но в случае чего я стану сексологом. Записывайтесь на прием лет через 6, потом специализация. Ну, если я практикую... Короче, лет через 8 приходите, я вам расскажу, как, что надо. Вы как раз сейчас там все поженитесь, повыходите замуж, и как раз через вот приблизительно этот срок уже начнутся такие там у большинства проблемы в этой сфере. Можете ко мне заглядывать.